Да, много серьезных вопросов. Вообще, конечно, сейчас надо кардинально менять, желательно бы, конечно, и науку, но это пока невозможно вследствие тех причин, которых вы, я думаю, знаете. Ну, тогда хотя бы самообразованием заняться, конечно, это тоже тяжело, потому что информации много, и что есть правда, что неправда. Что-то замешано так, что и не увидишь, где тебя подставили, да. Ну, тот, кто начнет и продолжит, он со временем сам начнет определять. Хочу немножко про питание. Не буду растягивать эту тему. Так, самое основное. То есть закисление организма разрушает кости, убивает почки. Ну да, в принципе, так и есть. Вообще закисление – это причина многих болезней. Болезней как таковых вообще-то нету. Медицина придумала. Так как все проблемы, которые получает человек, это закисление. Он закисляет свой организм своим питанием. А это очень хорошая среда для расселения паразитов различного вида. И также для роста опухоли. Или грибок кандила, как называют, да? Вот это да, это правда. Уберете закисление, исчезнут проблемы. Это так и будет. Продукты питания снабжают нас энергией, ну да, электричеством, строительными веществами, белками, жирами, углеводами. Ну вот первое, белки и жиры можно убрать. Это вот такой момент, где подставляют. Они нам не нужны. Каждый организм вырабатывает свой белок. Сила водорода. Да, это хорошо. Вода, соль на данный момент. То, что дешево, то, что доступно. Сода, перекись водорода. Информации много, но это все на самом деле так и работает. Потому что сейчас, в смысле, так и работает, помогая человеку. Ну вот в чем подвох? Такие вот моменты, как молоко, йогурт, нагрузка кислотная 2,8, яйца там 2,5, мясо. О, 67,9, ну да. Ну хотя я бы поставил и мясо, и молоко, и яйца в одну линию, на самом деле. Это то, что закисляет организм. Дело в том, что наш организм вырабатывает свой белок. А когда человек потребляет тоже яйца, мясо, даже зерновые культуры, это все чужеродный белок, который он пытается при помощи вырабатывания своей кислоты соляной это дело разложить. Вот. А если что-то, не то что если, а многое что не получается, это уходит в целлюлит, откладывается. То есть проблемы с целлюлитом. С овощами и фруктами также надо быть внимательным. Не все овощи и фрукты являются ощелачиванием организма. Нет. Для этого надо посмотреть совместимость продуктов. Также информации много, это на самом деле играет большую роль. Не надо кушать несовместимые продукты. Почему все это говорю? Это напрямую влияет на мышление человека. Именно напрямую. Как человек питается, так он и мыслит. Поэтому многие моменты для многих непонятны, или трудно понимаемы, или очень тяжело что-то изучить и понять. Таких вот картинок очень много. Что хочу сказать, сахар. Это надо поставить один большой крест и забыть про такой продукт. Это не продукт, это то, что убивает. Кола, газировки, тоже крест. Это не продукт, и без него можно обойтись. Алкоголь, крест. Ну уж, если не втерпешь, как говорится, ну хотя бы к минимуму свести. Там, вино красное, да. Если его, ну невозможно, как кому-то без этого. Белый хлеб, крест и забыть. Это не продукт, это то, что убивает. Легкий окислитель мяса, рыба, ложь. Это надо вот сюда ставить, сильный окислитель. Овощи, легкий окислитель, ну неправильно. Это надо разбирать уже отдельно. Также здесь лежат орехи, как бы, да, это белок, хотя миндаль почему-то сюда переместили. Десерты, как кофе, да, это все окислитель. И что хочу сказать, но если уже невозможно без мяса, там, рыбы, ну, надо свести к минимуму, то есть минимум. Ну, когда не втерпешь, вот, ну, рыбу там запечь, только, конечно, не жарить. Масло перекаленное, это как олифа.
Олифа из масла так и готовится, перекаливается, и получается олифа. То уж если мясо поел, то надо будет дать живой пищи организму, больше воды. Все понятно, что сразу резко это невозможно. И там невозможно, конечно, сразу там к сыроедению прийти. Вот. Но если тяжело, не надо сыроедения, ну хотя бы больше вот зелени, фруктов, овощей. И на минимум мясо, рыба. Хлеб также можно заменить, ну, частично ржаной или хлебцами, то хотя бы так. Но вот на этой группе это надо ставить крест желательно и забыть. Даже как-то давно читал кремлевскую диету, там на сахаре стоит просто крест. Таблица совместимости продуктов. Вот здесь, скажем, яйца, да. Вот желтое это допустимо. Номер 4 это сметана. Но это ужас. То есть, что хочу сказать. Если яйцо, то вот здесь все красное должно быть. Ничего сюда не подойдет, кроме как именно зелени. Трава, зелень. Все. Если кто-то хочет есть яйцо, лучше пусть 2-3 яйца съест, но ничего больше. А часа через полтора надо выпить много воды. С солью, конечно. Вот. Здесь также мясо, рыба, птица в одно поставлено хорошо. Сметана. Масло сливочное, сливки. Дело в том, что про молоко, вот молоко, желательно, конечно, забыть. Но если, опять же говорю, не втерпешь, то свести его к минимуму. Так же, как и картофель. К минимуму. Вот когда не втерпешь, когда сильно хочется, вот немножко поел. Потому что молоко это не человеческая пища. И все продукты, я имею в виду сметана, там сыр. Да, конечно, может для кого-то это удивительно звучит, но так и есть. Творог на минимум, на самый минимум, на который возможно. У меня была, ну, в смысле была, есть знакомая, которая писала дипломную работу докторскую по теме вот как раз молоко, йогурты. Вот это биофлора. И она рассказала такую вещь, что она сама исследовала йогурты, всевозможные. Йогурты, там простокваши в лаборатории. И она говорит, я не нашла ничего того, что написано на этих продуктах. А вот наоборот, вплоть до кишечной палочки. Там все есть. Ну, как бы человеку смысла нет врать, я и верю. Потому что так и есть. Этими продуктами травят. Поэтому еще раз говорю, вот, молоко надо забыть и постараться. Также вот холестерин. Многих пугают врачи, что у вас повышен холестерин, вам надо принять вот такие-то медикаменты. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Никаких медикаментов. Дело в том, что холестерин это и есть ваш родной белок, который будет вырабатываться по мере необходимости. Если уж вы довели свой организм, свое тело, сосуды до такого состояния, когда все иссушается, истончается, будет вырабатываться больше холестерина для того, чтобы это дело залепить. Да, будет сужение сосудов. Ну а как? Как по-другому? Если вы уже довели себя до этого состояния, организм будет стараться исправить это дело. С такими вот последствиями, как будет давление, перепад давления у человека, головные боли. Вот. Но деваться уже некуда. Поэтому холестерин это родной белок. А вот когда употребляете чужеродный белок, как я сказал, он будет уничтожен, переработан. Все проблемы от закисления. Если поесть, например, мясо, да, кислоты будет много, и в желудке оно останется на долгое время, кишечник оно не пройдет. И лишь пройдя поверхностную обработку, потом, когда выровняется баланс, а мясо задерживается надолго, 14, 16, 18 часов в желудке, то потом только пропустится в кишечник.
но только в поверхностном обработанном виде. Как-то один раз русский один профессор, я не помню фамилию, он проводил опыт и показал. Две лягушки, одну сварил, одна живая. И в желудочный сок хищника положил. Так вот, та, которая была вареная, она лишь поверхностно обработалась. А которая была живая, она практически вся растворилась. Вот так и человек должен питаться. Живой пищей. Энзимы должны работать, разлагать, не разлагать, а расщеплять эту пищу. И тогда в кишечник пойдет то, что надо. А так, как сейчас люди живут, особенно большое употребление хлеба залепляет кишечник. Один японец хороший опыт показал. Он брал после 40 лет людей и показывал кишечник в каком состоянии, запуская зонд и снимая это все, делая запись. Чем он лечил? Да ничем. Содовый раствор. Промывка. Убрал из питания на какое-то время этих людей все то, что приводит к этому. Пожалуйста, через месяц показал, розовенький кишечник, дышит, двигается, все отлично. Поэтому вот я говорю, то, что есть сейчас на данный момент, это вода и соль, очень важные для человека. Сода, перекись водорода, то, что приведет в порядок организм, выровняет баланс. Выровняется баланс, поверьте, паразитам жизни не будет. Они будут просто помирать. А люди занимаются, чтобы вывести паразитов, какие-то моющие там, не моющие, а очистительные средства, очистить организм, но это все яды. Ну, один раз можно принять, скажем, пару месяцев потратить на то, чтобы привести себя в порядок, выровнять баланс кислотно-щелочной, а потом один раз яд, добить, так сказать, их. Но не возвращаться к тому питанию, которое было, иначе получите все обратно. Плохой, хороший холестерин. Да чушь это все. Нету плохого, хорошего. Также вот как-то раньше писалось, не знаю, сейчас пишут, нет на бутылках с маслом, там содержание холестерола. Холестерол это чужеродный. Холестерин. Вот. Поэтому холестерин не будет в организме появляться только от того, что, как говорят, человек кушает жирное там или что-то подобное, да? Так как еще раз говорю, все в желудке, в этой печке пройдет первичную обработку кислотой. И никакой холестерол уже не попадет ни в кровь, ни в кишечник. Все будет разложено.